Короче, у меня есть подруга Саша, и у нее уже 2 года не было отношений. И сегодня я это исправлю. Так как у нее подруга немножечко с техническими знаниями, я решила создать бота, который считает ее ценности и найдет ей идеального кандидата. Поэтому в этом видео я покажу, как я создаю такого бота Купидона и как вы сможете им воспользоваться. Поэтому, внимание, мужской аудитории моего канала одиноким – это ваш шанс. Но знайте, что отбор будет серьезный. И только тот, кому бот ответит, что ваша совместимость 100%, я дам ее контакт. Ну а как именно чат-бот будет определять эту совместимость и как я его создаю, смотрим в этом видео. Первое, что нужно сделать, это взять все данные о Саше. Чтобы точно ничего не пропустить, я попросила ChatGPT подготовить мне список вопросов, на которые Саша должна ответить. Чат подготовил. Я получила внушительный список вопросов. Дала их Саше, Саша ответила. После того, как у меня есть главные данные о Саше, мне нужно подготовить теперь вопросы участникам, по которым будет определяться их совместимость. Обратилась к чату снова. И чат проанализировал ответы Саши, предоставил нужные вопросы кандидатам. Теперь приступаем к самому интересному – созданию бота. Бота я буду создавать в программе SendPulse. Это, кстати, довольно простая и очень обширная программа, в которой создаются разного рода боты, без технических знаний. А по принципу конструктора, подключения API и так далее. Я буду создавать бота для Telegram, поэтому, когда заходим в SendPulse, регистрируйтесь, я захожу в мессенджеры, далее чат-боты, добавить бота, Telegram-бота. И далее мне нужно подключить его к нашему боту. Захожу в Telegram и через бот Phaser его активирую, получаю все нужные мне данные и вставляю нужный мне ключ в SendPulse. Добавляю. Теперь приступаем к самому интересному – созданию именно внутрянки нашего бота. Первое, что я делаю, я выбираю приветственное сообщение, где пишу, о чем будет наш бот, чтобы человек, который в него зашел, ему сразу же говорилось, что этот бот делает. Готово. После этого я перехожу в стандартный ответ и начинаю создавать самого бота. А что именно? Буду вставлять все вопросы, которые мне нужно будет, чтобы участник ответил. Перетаскиваю сообщение, дублирую его 8 раз, и в каждое из этих сообщений я вставляю по одному вопросу. Далее, после того, как все вопросы загружены, очень важный факт, который потом будет помогать чату определять ответы кандидатов, а это именно пометить для чата каждый из вопросов определенным значением. То есть, к примеру, чем вы увлекаетесь в свободное время, я помечу как хобби. Какие жизненные ценности я помечу как ценности. Какие черты характера вы цените в человеке? Качество. Чтобы чату легко было структурировать все эти ответы, и он понимал, что есть что. Далее, после того, как я пометила все эти вопросы, немаловажный факт, а это именно соединить сообщение так, чтобы человек не мог получить новое сообщение, не ответив на предыдущее. Для этого соединяю все последующие цепочки вместе с собой, только если он ответил. Сделано. Вот у нас получилась такая цепочка, где каждый ответ помечен. Окей, главная цепочка вопросов готова. Они будут отвечать на вопросы между собой. Что далее? Как сделать так, чтобы чат определил их совместимость? Бот в SendPulse, конкретно этот, не может делать ничего, кроме как выполнять задания, по которому мы выстроили его структуру. То есть одно за одним, одно за одним. Поэтому нам нужен умный чат-бот с встроенным искусственным интеллектом, а это ChatGPT. Поэтому сейчас моя задача будет, чтобы все ответы, которые получались, отправлялись в ChatGPT, где он уже будет их анализировать. Для этого я вытаскиваю запрос на API, далее захожу в мой ChatGPT в личный кабинет, где создаю свой ключ API. Захожу в API Key, создаю keys, далее возвращаюсь и я заполняю все нужные данные, инструкции для чата GPT. К примеру, куда это сообщение должно пойти, как оно должно быть обрабатываться и непосредственно саму инструкцию для чата, чтобы он понимал, что с этими данными делать. Это записываю в теле запроса. Какую модель он должен использовать, что делать, и на основе ответов Саши он должен будет сравнить их ответы с участниками и проанализировать их совместимость, выдать ответ. После этого загружаю ответы Саши и ниже прописываю, по какой структуре чат должен будет анализировать ответы участников. Вот в хобби он вписывает уже хобби-ответ, в ценности он вписывает, какие у них ценности, в качество он вписывает, какие качества и так далее. И вот это все вместе, ответы Саши, ответы участника, будут отправляться в чат GPT, анализироваться и выдаваться ответ совместимости. После того, как это готово, соединяю нашу цепочку. И дальше создаю еще одно сообщение, в котором непосредственно будет ответ участнику. По принципу выбор, сообщение, контент. Кстати, а для тех, кто не знает, чем ему заняться на 14 февраля и не ищет пару, у меня крутая новость от спонсора сегодняшнего видео игры Word Shares. Word Shares — это новая MMORPG-песочница от мастеров Loki Games. Разработчиков хитов типа World of Tanks, Black Desert, War Thunder, Alots Online и так далее.
Это игра про мир в Мурландии, который после катастрофы развалился на летающие острова. И вот вы, человек из нашего мира, попадаете туда, где ваш новый дом — это один из островов. И ваша задача будет построить свой уютный уголок. Займитесь фермерством, крафтом, исследуйте мир, ну и, конечно же, готовьтесь к приключениям. По-моему, звучит круто, да? WordShares также сотрудничает с Open Loot Market, где представлена игра Big Time, одна из топов из лидеров Web3 игр. Ранний доступ будет доступен уже 26 февраля для обладателей специального бандла или одного из островов-основателей. И также у ребят будет giveaway, где вы сможете выбрать уникальную картину, которая станет окраской в вашем виртуальном доме. В общем, подробности и ссылочки в описании, ребят. Спасибо WonderShares, игра для любителей Web 2 и Web 3. Первая версия бота готова, нужно теперь пойти его проверить. Для этого я сохраняю настроечки, захожу в диалоги, нажимаю на старт, запускаю цепочку и перехожу в Telegram. Сейчас отвечу специально просто какими-нибудь рандомными цифрами, чтобы посмотреть, насколько хорошо он работает. Ваша совместимость с Сашей 0. Потому что, в принципе, у меня были цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. И, в принципе, бот готов, но я хочу его усовершенствовать, так как это подарок для Саши. Поэтому было бы неплохо для каждого вопроса еще сгенерировать картинку, которая будет отображать суть этого вопроса. Для этого я иду в ChatGPT, копирую вопрос и прошу его создать подходящую для меня картинку. После того, как каждой картинки сгенерированы, перехожу обратно в SendPulse. Нажимаю на сообщение, добавить и добавляю картинку. И по такому же принципу добавляю картинки к остальным сообщениям. Что здесь еще важно? Важно, чтобы пользователь не смог ответить на эти вопросы дважды, так как это будет нечестно, правильно? Для того, чтобы он не смог ответить дважды, мне важно в сообщениях создать опять переменную. Создаю в переменной законченный разговор. Это то, что будет приходить пользователю после ответа про совместимость. Потом перетаскиваю блок действия и соединяю их вместе с сообщением, где будет написано, что диалог completed. Далее это нужно будет указать еще в начале. Создаю фильтр, где в фильтре я прописываю, что если человек уже отвечал на это сообщение, если у него уже выпадало диалог completed, далее он просто не сможет отвечать заново на эту анкету. Ну что, бот готов? Пойдемте тестить. Представим, что я Игорь, и я хочу заполучить Сашу. Точнее, как заполучить? Хочу проверить, а совместим или нет. Почему бы нет? Старт. Начинаю мой тест. Чем я увлекаюсь в свободное время, если у меня хобби? Теннис и погулять люблю. Какие жизненные ценности являются приоритетным? Вначале карьера, потом семья. Какие черты характера вы цените в людях? Честность, простоту, желание постоянно обучаться новому. Какие жизненные ценности? Духовные или материальные? Материальные. Я же Игорь. У меня же карьера на первом месте. Какого типа отношений вы ищете? Честные, партнерские. Темы. Бизнес. Есть ли у вас особые физические предпочтения? Хочу, чтобы следила за собой и занималась спортом. Ваша совместимость с Сашей 45%. Эх, не в этот раз, пацаны. Ваша очередь. Ну что, мой подарок Саше готов, и надеюсь, она себе найдет хорошего и достойного кандидата. Понятное дело, что это сделано чисто с развлекательной точки зрения, но а вдруг, правильно? Как видите, ботов можно создавать абсолютно под разные задачи или даже заменить покупку подарка. Поэтому, если ты хочешь научиться созданию ботов, то барабанная дробь. Это последний шанс записаться в анкету предзаписи. Обучение будет уже совсем скоро. Я прям супер excited. Мы проанализировали всю анкету предзаписи, которая была, не знаю, кто так еще делает, и создали 2 самых крутых обучающих интенсива. Важно, ребят, те, кто заполнял анкету предзаписи, с вами начнет связываться мое доверенное лицо. Уже появилось несколько мошенников, ребят, к сожалению, от моего имени представляются доверенным лицом и просят с вас что-то, деньги, какую-то информацию дополнительную. Знаете, во-первых, проверяйте аккуратнейше ник, потому что ник в Телеграме они не смогут никак подделать. Он один-единственный, создается вот этот ник. Пожалуйста, проверяйте каждую буквочку, потому что они вставляют просто одну буквочку в ник, где кто-то может попасть в ловушку. Ссылки на мое доверенное лицо в Телеграм-канале, прям можете перейти и смотреть, то ли это человек или не то ли это человек. И знайте, что мы с вас деньги просить не будем. Поэтому переходите в мой официальный Телеграм-канал, и там будет официальная такая ссылочка на мое доверенное лицо для проверки на всяк пожарный.